30 июня 1908 года в 7 часов 14 минут утра по местному времени над сибирской тайгой в междуречии Лены и подкаменной Тунгуски произошло событие, которое до сих пор остается одной из величайших научных загадок XX века. Взрыв, мощность которого оценивается от 10 до 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, начисто стер с лица Земли 80 миллионов деревьев на площади более 2150 квадратных километров. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность всего от 13 до 18 килотонн, то есть была в 1000 раз слабее. Взрывная волна, порожденная этим событием, дважды обогнула земной шар, а сейсмографы по всему миру зафиксировали подземные толчки, словно от мощного землетрясения. В течение нескольких суток после катастрофы над всей Европой и западной частью Азии не наступала ночь. Небо светилось так ярко, что в полночь можно было читать газету без искусственного освещения. Но вот что делает эту катастрофу абсолютно уникальной в истории человечества. Никакого метеорита нет. За 117 лет, прошедших с того дня, на месте предполагаемого падения не обнаружено ни кратера, ни обломков, ни характерной метеоритной пыли, ни каких-либо других материальных свидетельств, которые можно было бы потрогать, взвесить и отправить в лабораторию. Есть только поваленный лес, странные оптические аномалии и почти 100 различных гипотез, ни одна из которых не признана окончательно доказанной. Сегодня мы пройдем каждый шаг этой загадки. От свидетельств очевидцев, видевших второе Солнце, до суперкомпьютерных симуляций и сенсационных открытий последних лет. Мы проследим, как наука, политика, человеческая психология и чистая случайность сплелись в один из самых запутанных клубков XX века и попытаемся ответить на главный вопрос: почему мы до сих пор не знаем, что именно упало на Тунгуску и что это значит для нашей безопасности сегодня. Утро 30 июня 1908 года в междуречье Лены и подкаменной Тунгуски ничем не отличалось от сотен других сибирских утренних часов. Это был один из самых безлюдных и труднодоступных уголков планеты. Глухая тайга, где веками кочевали немногочисленные эвенки, которых тогда называли тунгусами. Ближайшее постоянное поселение, фактория Ванавара, находилось в 65 километрах от будущего эпицентра. В те годы Российская империя была огромной, но слабо освоенной страной, особенно за Уралом. Транссибирская магистраль только начинала связывать дальние окраины с центром, но до подкаменной Тунгуски от нее были сотни верст непроходимой тайги и болот. Здесь не было ни телеграфа, ни метеостанций, ни постоянного населения. Если бы взрыв произошел всего на несколько сотен километров южнее, он мог бы задеть золотые прииски или строящуюся железную дорогу, и тогда история заметила бы его сразу. Но он случился там, где даже птицы летали редко. Самые достоверные показания очевидцев были собраны по свежим следам уже в 1908 году, хотя и с большим опозданием. Иркутская газета «Сибирь» от 2 июля 1908 года опубликовала корреспонденцию, в которой сообщалось: крестьяне увидели на северо-западе, довольно высоко над горизонтом, какое-то чрезвычайно сильно светящее белым голубоватым светом тело, двигавшееся сверху вниз. Тело представлялось в виде трубы, то есть цилиндрическим. Падение, по словам очевидцев, сопровождалось ярким сиянием, темным облачком и громовыми раскатами, среди которых 3 раската выделялись особенной силой. Крестьяне единогласно отмечали резкое повышение температуры воздуха, ощущение жара, а затем удар об землю, подобный грому. Некоторые сравнивали это с тем, как если бы загорелась вся северная сторона неба. Эвенки-кочевники, жившие в 20-30 километрах от эпицентра, пережили ударную волну, которая снесла их легкие чумы. Один из них, Илья Тыганов, много лет спустя рассказывал исследователям: за 3 дня до взрыва небо ночью было необычайно светлым, словно кто-то зажег гигантский фонарь. А утром 30 июня появилось второе Солнце, которое летело страшно быстро, оставляя за собой огненный хвост. Затем раздался сильный грохот, посильнее самых страшных раскатов грозы, и к небу поднялся столб яркого огня без дыма. Земля задрожала, поднялся ураганный ветер, который вырывал деревья с корнями и швырял их словно спички. Повалились все чумы, разметало вещи, плакали и кричали женщины и дети. Таганов подчеркивал, что никто из его соплеменников не видел самого падения тела,
Только свет и грохот, а после — сплошной лес на земле, обгоревший и переломанный, как после битвы великанов. Другой очевидец, Семенов, сидевший утром на крыльце своего дома лицом к северу, вспоминал, что вдруг небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть небосвода. В тот же миг он почувствовал такой жар, будто на нем загорелась рубашка, хотя до пламени были километры. Затем последовал удар, который сбил его с ног, и на несколько секунд он потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что лес вокруг повален, а от домов остались только обгоревшие остовы. Мощность взрыва, по современным оценкам, колебалась в широких пределах – от 10 до 40 мегатонн, в зависимости от модели и исходных данных. Если бы тунгусское тело вошло в атмосферу над густонаселенным городом, количество жертв могло исчисляться сотнями тысяч. Официальных сведений о погибших в 1908 году не существует, однако, проанализировав записи слов очевидцев и сопоставив их с картой кочевий, эксперты пришли к выводу, что в зоне поражения могли находиться около 30 человек, из которых как минимум 3 погибли либо во время взрыва, либо от ожогов и травм в ближайшие дни. Но даже эти цифры остаются гипотетическими, потому что никто не вел учета населения в тех краях. Взрывная волна разрушила лес на площади, почти равной территории современной Москвы в ее старых границах. Световая вспышка вызвала ожог растительного покрова на площади не менее 200 квадратных километров, и этот термический ожог был настолько интенсивным, что у деревьев в центральной части зоны полностью испарились ветви и кора. Они превратились в обнаженные белые стволы, которые позже назовут телеграфным лесом. Вывал имел радиальный характер. Деревья лежали вершинами от центра, словно спицы в гигантском колесе. Это расположение стало одной из главных подсказок для ученых, которые позже пытались реконструировать механизм взрыва. Но самое удивительное – это реакция властей. В 1908 году в России не было ни космической программы, ни системы раннего оповещения, ни разветвленной сети метеорологических станций в Сибири. Сообщения о странных световых явлениях и взрыве в тайге дошли до столицы с огромным опозданием, а когда дошли, то не вызвали никакого серьезного интереса. Первая заметка о событии появилась в газете «Сибирская жизнь» от 29 июня 1908 года по старому стилю, где описывали яркий болид и возможное падение метеорита недалеко от разъезда Филимонова. Затем «Иркутская Сибирь» опубликовала показания крестьян из деревни Воронониной. Но царское правительство не только не направило экспедицию, но даже не запросило дополнительной информации. Почему? Ответ лежит в нескольких плоскостях. Во-первых, Сибирь была слишком далека и слишком бедна, чтобы тратить на нее средства. Во-вторых, страна переживала последствия революции 1905 года и находилась в состоянии политической нестабильности. В-третьих, сама идея того, что с неба может упасть что-то, способное уничтожить тайгу, казалась чиновникам не более чем крестьянскими байками. Первым, кто систематизировал разрозненные сведения о тунгусском явлении, стал Аркадий Вознесенский, директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории. Он собрал показания очевидцев, данные сейсмографов и метеорологические наблюдения, составил карту аномалий и даже отправил доклад в Академию наук. Однако его доклад был положен под сукно. Официальный вывод Академии наук, опубликованный много лет спустя, гласил, что тунгусский метеорит не падал на Землю. Он взорвался на высоте порядка 10 километров. Но этот вывод был сделан без единой экспедиции на место событий. Аномалия светлых ночей, которая наблюдалась над значительной частью Европы, Западной Сибири и Средней Азии, в конце июня и начале июля 1908 года стала еще одним загадочным последствием. Свечение неба началось не сразу после взрыва, а лишь спустя от 13 до 15 часов, и это указывало на то, что в стратосферу было выброшено огромное количество мелкодисперсной пыли, которая отражала солнечный свет даже за полночь. Эти так называемые серебристые облака были настолько яркими, что в Лондоне и Берлине люди выходили на улицы, чтобы поглазеть на необычное зрелище, а астрономы записывали в журналы странные атмосферные явления, не подозревая об их истинной причине. Но даже это не подтолкнуло научное сообщество к активным действиям. Только через 13 лет, уже при советской власти, начались первые робкие попытки разобраться в том, что произошло в сибирской тайге.
Ирония судьбы в том, что именно революция и гражданская война, отвлекшие внимание от науки, стали причиной того, что загадка Тунгуски оставалась нерешенной так долго. Если бы царское правительство проявило хоть каплю любопытства, мы бы имели данные с места катастрофы, собранные по горячим следам, когда еще сохранялись следы радиации, если она была, и когда деревья еще не начали гнить. Но этот шанс был упущен. Главная странность тунгусского феномена – полное отсутствие метеоритного кратера и крупных осколков космического тела. Когда в 1927 году на место прибыла первая научная экспедиция под руководством Леонида Алексеевича Кулика, ученые ожидали увидеть воронку, подобную Аризонскому кратеру в США, где огромный железный метеорит оставил после себя впечатляющее углубление диаметром более километра. Но вместо этого они обнаружили лишь радиальный вывал леса и множество небольших болот, ни одно из которых не походило на ударную структуру. Кулик, минералог по образованию, был убежден, что здесь упал гигантский железный метеорит, который должен был углубиться в землю и оставить после себя богатые залежи металла. Он буквально прорубался через тайгу на оленях, лошадях и самодельных лодках, преодолевая болота и буреломы. Его упорство поражало современников. Он провел 6 экспедиций в период с 1927 по 1939 год, несмотря на хроническую нехватку финансирования, враждебность местных властей и подозрительное отношение местного населения. Первая экспедиция Кулика добралась до эпицентра в 1927 году. Он увидел телеграфный лес, обожженные стволы без сучьев и коры, стоящие вертикально, словно телеграфные столбы. Нижние ветви были аккуратно срезаны ударной волной, а верхушки обуглены термическим воздействием. Но никакого кратера не было. Вместо него Кулик обнаружил несколько небольших воронок, которые он принял за следы от осколков, и одно большое круглое болото, которое позже назовут Сусловской воронкой в честь одного из участников опроса свидетелей. Это болото имело диаметр более 30 метров и находилось неподалеку от центра взрыва. Кулик был настолько уверен в своей гипотезе, что решил, будто болото — это дно кратера, заросшее мхом и торфом. Он начал буровые работы в 1928 и 1929 годах, но вместо метеоритного железа из скважин поднимали только торф, песок и гнилую древесину. Третья экспедиция, состоявшаяся в 1929-1930 годах, была отмечена конфликтами как с местными тунгусами, которые не понимали, зачем белому человеку копаться в их священных местах, так и с собственными коллегами, которые начинали сомневаться в правоте Кулика. Однако он упорно продолжал поиски, используя все более совершенные методы – магнитную съемку, шурфовку, аэрофотосъемку. В 1938 году был совершен первый пробный полет над зоной поражения, и аэрофотоснимки дали весьма ценный материал. С высоты птичьего полета вывал леса выглядел как гигантская бабочка, застывшая на земле. Эта бабочка была симметричной, что указывало на воздушный взрыв направленного характера, а не на удар о землю. Но Кулик по-прежнему видел в этом только подтверждение того, что метеорит взорвался при входе в атмосферу и разлетелся на множество осколков, которые он намеревался найти. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Кулик, несмотря на свой возраст, ему было уже за 50, вступил добровольцем в народное ополчение. Он был ранен, попал в плен и умер в фашистском концлагере 14 апреля 1942 года, так и не узнав правды о Тунгусском метеорите. Его имя сегодня носит кратер на обратной стороне Луны, но на Земле его главное открытие состояло в том, что он доказал, искать нужно не кратер, а нечто иное. После войны исследования Тунгуски возобновились, но уже с новыми идеями. В 1950-х годах советские ученые, в том числе известный геохимик Алексей Золотов, выдвинули гипотезу о том, что Тунгусский взрыв мог быть вызван ядерной реакцией, возможно, термоядерным взрывом в атмосфере. Это предположение возникло из-за того, что в пробах грунта и древесных кольцах были обнаружены повышенные концентрации изотопов, характерных для ядерных взрывов. Однако дальнейшие исследования показали, что эти аномалии могли быть следствием естественных процессов или загрязнения от позднейших ядерных испытаний.
Гипотеза рассыпалась как карточный домик, но как же она будоражила умы. Представьте, холодная война, атомные страхи, и тут кто-то говорит, а что если Тунгуска — это ядерный взрыв? Это было бы сенсацией, но, увы, факты оказались прозаичнее. В 1960 году в поиски включился Сергей Павлович Королев, главный конструктор советской космической программы. Он надеялся найти в тайге обломки инопланетного корабля, применить инженерные решения пришельцев в своей практике и, возможно, доказать существование внеземной жизни. Королев направил в район подкаменной Тунгуски своего агента, космонавта Георгия Гречко, который, по слухам, использовал для обоснования поездки отчет Золотова, где утверждалось, что там взорвался космический корабль. Хотя эта история больше напоминает легенду, она показывает, насколько фантастические идеи овладевали умами даже серьезных ученых в отсутствие внятной научной теории. Ирония в том, что Королев, гениальный инженер, готов был поверить в пришельцев, но не мог принять простую мысль о ледяной комете. Но настоящий научный перелом произошел, когда исследователи поняли, что тело не достигло Земли. Оно взорвалось в воздухе на высоте около от 5 до 10 километров. Это объясняло и отсутствие кратера, и радиальный характер вывала, и термический ожог растительности, и отсутствие крупных обломков. Взрывная волна распространялась вниз и в стороны, повалив деревья в радиусе 40 километров, а тепловое излучение выжгло все в центре. Одной из самых драматических ошибок стало отождествление железных шариков, найденных в пробах, с фрагментами Тунгусского метеорита. В помещении комитета по метеоритам, где хранились пробы Кулика и Флоренского, было много образцов Сихотэ-Алинского железного метеорита, упавшего в 1947 году. Частицы этого метеорита, содержащие никель и железо, случайно попали в пробы с Тунгуски, создав ложное впечатление находки. Этот эпизод стал классическим примером того, как лабораторная халатность может увести науку в сторону на десятилетия. Представьте, вы ищете иголку в стоге сена, а кто-то подкинул вам другую иголку из соседнего стога, и вы радостно бежите с ней к начальству. Потом выясняется, что иголка не та, и вы снова в начале пути. Вот так и с Тунгуской. В 1970-х и 1980-х годах советские ученые провели множество экспедиций, собрали тысячи проб, измерили уровни радиации, изучили дендрохронологию. По кольцам деревьев они определили, что после 1908 года прирост древесины резко замедлился, что свидетельствует о стрессовых условиях, возможно, вызванных воздействием космического вещества. Однако все попытки найти остатки самого тела не увенчались успехом. Постепенно научное сообщество склонилось к кометной гипотезе. Рыхлое тело, состоящее изо льда и космической пыли, вошло в атмосферу, нагрелось, взорвалось на высоте и полностью испарилось, не оставив после себя ни куска материи. Но кометная гипотеза тоже не без изъянов. Лед и пыль могли бы образовать характерные серебристые облака, которые действительно наблюдались. Но расчеты показывают, что для выделения энергии от 10 до 40 мегатонн масса кометы должна быть колоссальной, до нескольких миллионов тонн. Такая масса, даже будучи рыхлой, должна была оставить хотя бы след в виде микроскопических частиц на поверхности, но их также не нашли в достаточном количестве. Кроме того, кометы обычно движутся по гиперболическим орбитам и имеют высокую скорость, но наблюдения очевидцев не зафиксировали характерного кометного хвоста в оптическом диапазоне, хотя они могли его не заметить из-за яркости самого явления. В общем, кометная гипотеза как хороший детектив. Все улики сходятся, но нет тела преступления. В 1990-е годы появилась еще одна гипотеза о рикошете. Она предполагает, что тело под очень пологим углом вошло в атмосферу, вызвало серию взрывов при торможении и затем ушло обратно в космос, как камешек, отскочивший от поверхности воды. Эта версия объясняет отсутствие обломков и кратера, а также то, что вывал леса имеет не совсем круглую форму, а скорее овальную, вытянутую в направлении движения. Но и здесь остаются нестыковки. При полете с космической скоростью тело должно было нагреться до 1000 градусов, и любое ледяное ядро испарилось бы еще в верхних слоях, не долетев до 10-километровой высоты. Так что рикошет — это как мяч, который отскакивает от воды, но при этом еще и горит. Красиво, но маловероятно.
Красноярские ученые предложили еще один вариант, что разрушение вызвала не ударная волна от взрыва, а мощный аэродинамический удар, возникающий при сверхзвуковом пролете крупного тела через атмосферу. По их расчетам, даже если тело не взрывалось, его скорость и размер могли создать такое давление, которое сметало лес на многие километры. Но эта гипотеза не объясняет термические ожоги и световые явления. Опять же, как в анекдоте, все сходится, но не все. Таким образом, к началу 21 века мы имели несколько конкурирующих теорий, ни одна из которых не была подтверждена физическими доказательствами. И в этот момент на сцене появилось озеро Чеко. Самый драматический момент этой истории не сам взрыв, а то, что произошло после, и то, чего не произошло. Взрыв случился в 7:14 утра по местному времени. Эту дату и время мы знаем точно благодаря показаниям сейсмографов, которые зафиксировали толчок в разных обсерваториях мира и по свидетельствам очевидцев, сверявших свои часы. Но все, что произошло дальше, покрыто мраком неизвестности. Сразу после взрыва в тайге начались пожары. Ударная волна повалила деревья, но горячий воздух и осколки воспламенили сухую листву и мох. Пожары бушевали несколько дней и даже недель, потому что никто их не тушил. Тайга горела сама по себе, в полном безлюдье. Только через несколько дней кочевники и венки, вернувшись на свои стойбища, увидели черные выжженные земли и начали перекочевывать в другие районы, спасаясь от дыма и гари. Они не понимали, что произошло, и объясняли это гневом богов. В их мифологии бог грома, молнии и огня Агды спустился на землю в виде железной птицы, извергающей пламя и мечущей огненные стрелы. Эта легенда передавалась из уст в уста и позже была записана этнографами. И знаете, что в этом иронично? Эвенки оказались ближе к истине, чем многие ученые, потому что они хотя бы признавали, что это было нечто небесное и непонятное. Но самое удивительное произошло не на Земле, а в небе. Спустя несколько часов после взрыва, примерно к полуночи, над всей Европой и Западной Сибирью началось аномальное свечение. Небо светилось настолько ярко, что можно было читать газету, не зажигая свечи. В Лондоне, Берлине, Стокгольме люди выходили на улицы, чтобы поглазеть на это необычное явление. Астрономы сообщали о серебристых облаках на высоте около 80 километров, которые отражали солнечный свет, заходящий за горизонт. Эти облака держались несколько ночей, а затем исчезли. Сегодня мы знаем, что такие облака образуются из мелкой пыли, выброшенной в стратосферу мощным взрывом, и они являются надежным индикатором того, что в атмосферу попало огромное количество вещества. Однако ни один ученый того времени не связал эти облака с сибирским событием. Информация распространялась медленно, а научные журналы не спешили публиковать заметки о метеоритах из глухой провинции. Только через несколько лет, когда в Европу дошли слухи о поваленном лесе, начали проводить первые сопоставления. Кульминационным моментом в исследовании Тунгуски стало открытие озера Чеко в 1999 году. Итальянские ученые во главе с геологом Энрико Бонатти приехали на Тунгуску с новейшим оборудованием и сразу обратили внимание на озеро, расположенное примерно в 8 километрах от эпицентра. Оно имело почти идеально круглую форму, глубину около 50 метров, что необычно для этих мест, где болота обычно мелкие. Бонатти предположил, что озеро Чеко – это ударный кратер, который мог образоваться либо от падения крупного осколка, либо от того, что взрыв выбросил грунт, который затем заполнился водой. Итальянцы провели гидроакустическое зондирование и обнаружили воронкообразную форму дна, что типично для кратеров. Гипотеза Бонатти вызвала сенсацию в научном мире. Если озеро Чеко действительно является кратером, значит, часть тела все-таки достигла Земли, и, возможно, на дне озера лежат обломки, которые помогут идентифицировать объект. В 2023-2025 годах российские ученые из Института биофизики С. Оран и Института земной коры С. Оран провели уникальное глубокое бурение донных отложений озера Чеко. Впервые в центральной части водоема на глубине 51 метр были получены керны общей длиной 11,5 метра. Анализ этих кернов показал, что осадочные слои имеют возраст, исчисляемый тысячелетиями, и не содержат аномалий, характерных для импактных событий, таких как ударный кварц или стекло.
Ученые однозначно заключили, что озеро Чека имеет чисто карстовое или ледниковое происхождение, и его необычная форма – результат естественных процессов, а не падения метеорита. Таким образом, последняя надежда найти вещественное доказательство рухнула. Но если озеро Чека не кратер, то что же тогда вызвало катастрофу? Ответ на этот вопрос по-прежнему ускользает от ученых и каждый год приносит новые гипотезы. В 2020 году группа китайских и американских астрономов опубликовала работу, в которой утверждалось, что Тунгусское событие могло быть вызвано столкновением Земли с небольшим астероидом, который не взорвался, а просто пролетел на очень низкой высоте, создав ударную волну от своего сверхзвукового движения. Но эта версия не объясняет термического воздействия. В 2023 году физики из Сибирского федерального университета смоделировали вхождение в атмосферу тела диаметром 100 метров с плотностью льда и пришли к выводу, что взрыв на высоте 10 километров полностью рассеивает тело и никакие фрагменты не достигают поверхности. Но при этом они отметили, что в стратосферу выбрасывается около 1 миллиона тонн мелкодисперсного материала, который должен оседать годами. И действительно, в ледяных кернах Гренландии и Антарктиды были найдены слои с повышенным содержанием иридия и других космических маркеров, датированные 1908 годом. Это стало сильным аргументом в пользу космической природы события, но не дает ответа на вопрос, что это было – комета, астероид или что-то иное. Таким образом, мы застряли в парадоксальной ситуации. У нас есть неопровержимые доказательства того, что в 1908 году произошел мощнейший взрыв, вызванный падением космического тела. Но мы не можем определить, что это было за тело, из чего оно состояло и почему не оставило следов. Если Чернобыль был катастрофой, которую пытались скрыть, то Тунгусский метеорит был катастрофой, которую просто не заметили. Никакой эвакуации не было, потому что эвакуировать было некого. Никаких ликвидаторов, потому что нечего было ликвидировать. Тайга просто горела, и никто не тушил. В этом смысле Тунгуска представляет собой противоположность всем техногенным авариям. Она была абсолютно естественной, но в то же время абсолютно человеческой по своему информационному вакууму. И этот вакуум породил не меньше жертв, чем сам взрыв. Только жертвами стали научное знание и безопасность будущих поколений. Масштаб поражения леса был ужасающим. Площадь вывала составила 2150 квадратных километров, что почти в 3 раза больше площади современного Сингапура. Древесина, поваленная ударной волной, лежала ровными параллельными рядами, указывая на то, что волна распространялась от одной точки. Эта закономерность была впервые подробно закартирована экспедициями Кулика, которые заложили десятки профилей и измерили направление падения деревьев. Их работа стала классическим примером полевой геофизики, но тогда она не привела к немедленному научному прорыву. Термическое поражение затронуло центральную часть зоны в радиусе примерно от 10 до 15 километров. Там деревья не только были повалены, но и обуглены, а почва оказалась спекшейся в некоторых местах. Впоследствии были найдены участки с так называемым плавильным стеклом, оплавленными частицами кварца и полевого шпата, которые могли образоваться только при температуре выше 1500 градусов Цельсия. Это указывает на то, что тепловое излучение от взрыва было колоссальным, сравнимым с ядерным. Но опять же никаких следов радиоактивных изотопов, характерных для ядерных реакций, обнаружено не было, что отвергает версию о ядерном взрыве. Судьбы людей, оказавшихся в зоне поражения, почти неизвестны. Мы знаем имена лишь нескольких ивенков, которые выжили и оставили воспоминания. Остальные, вероятно, погибли или были травмированы, но поскольку учет населения не велся, точное число жертв останется тайной навсегда. И этот пробел в знании тоже является частью системной ошибки. Империя не интересовалась жизнью окраинных народов, а советская власть, которая могла бы восполнить этот пробел, тоже не придала значения сбору свидетельств, считая их малозначительными для большой науки. После войны, и особенно в 1960-е годы, начались интенсивные комплексные экспедиции, которые охватывали не только геологию и метеоритику, но и биологию, физику атмосферы, геохимию. Ученые брали пробы почвы, воды, донных отложений,
изучали радиоактивность, делали геомагнитные измерения. В 1965 году была опубликована монография под редакцией К.П. Флоренского, которая подвела итоги всех исследований. Основной вывод был неутешительным. Никаких крупных обломков не найдено. Состав вещества, по косвенным данным, соответствует либо каменному метеориту, либо кометному ядру, но окончательного вердикта нет. Одной из самых драматичных страниц стало разочарование, постигшее исследователей, которые пытались найти метеоритную пыль. В пробах из торфянников и озерных отложений были обнаружены частицы с высоким содержанием никеля и железа, но, как выяснилось, они были занесены из других источников, включая промышленное загрязнение и даже эрозию местных пород. Лабораторная ошибка с образцами сихотеолина, о которой мы упоминали, стоила многих лет бесплодных поисков и подорвала доверие к химическим методам. Политическое влияние на исследования Тунгуски тоже сыграло свою роль. В советское время любая тема, связанная с неопознанными объектами или аномальными явлениями, могла быть заклеймена как лженаука. Поэтому ученые, работавшие над Тунгуской, старались держаться в рамках строго академического дискурса, не выдвигая слишком смелых гипотез, чтобы не навлечь на себя критику со стороны идеологических органов. Это привело к тому, что многие интересные версии, например, о возможном вторжении инопланетного аппарата, не рассматривались официально, хотя в кулуарах обсуждались. И только с распадом СССР и ослаблением цензуры появилась возможность открыто обсуждать любые гипотезы, но время было упущено, первоначальные данные были потеряны или устарели. Медицинские последствия для людей, которые могли бы пострадать, не фиксировались, но даже если предположить, что кто-то из эвенков получил ожоги или контузии, они вряд ли получили квалифицированную помощь. В тайге не было больниц, а до ближайшего врача сотни километров. Поэтому реальные потери могут быть значительно выше тех 3-4 человек, которых мы называем. Экологический ущерб был колоссальным. На площади 1000 квадратных километров полностью уничтожен лесной покров. Погибли животные, нарушены миграционные пути, изменен гидрологический режим. Тайга восстанавливалась десятилетиями, и до сих пор в районе эпицентра есть участки, где возраст деревьев не превышает 110 лет, что заметно младше окружающих лесов. Это явное свидетельство того, что катастрофа изменила ландшафт на долгосрочную перспективу. Но главный урок, который мы должны извлечь из Тунгуски, касается не природы, а нас самих. Если бы это событие произошло сегодня, мы бы имели спутниковые снимки, автоматические системы оповещения, международные базы данных и возможность быстро отреагировать. Но в 1908 году у нас ничего этого не было, и мы даже не озаботились тем, чтобы понять, что случилось. И сейчас, когда мы знаем, что подобные события случаются примерно раз в 100 лет, мы должны спросить себя, готовы ли мы сегодня. Тунгусский метеорит остается одновременно и разгаданным, и неразгаданным, в зависимости от того, кто задает вопрос. Для физиков, атмосферников и баллистиков это уже давно решенная задача. Они могут смоделировать взрыв тела на высоте 10 километров с заданными параметрами и получить вывал леса, совпадающий с реальным. Для них Тунгуска – это пример успешного применения численных методов. Но для геологов и метеоритчиков это вечная головная боль. Они не могут предоставить вещественное доказательство, а без него любая теория остается лишь моделью. И вот тут мы подходим к системным ошибкам, которые делают эту загадку вечной. Первая ошибка – отсутствие оперативной реакции в 1908 году. Вторая – недостаток координации между научными дисциплинами. Геологи искали кратер, физики искали волну, химики искали пыль, и все работали в разных парадигмах. Третья – политическая и идеологическая цензура, которая в советский период препятствовала смелым гипотезам. Четвертая – информационная изоляция. Тунгуска находится в труднодоступном районе, и даже сейчас добраться до нее можно только на вертолете или по зимнику. Пятое – недостаток финансирования. После распада СССР экспедиции стали редкими, и только в последние годы появились новые проекты благодаря грантам. Шестая и, возможно, самое главное – человеческая психология. Мы ищем простые ответы на сложные вопросы и склонны верить в красивые гипотезы, даже если они не подтверждаются фактами. Мы увидели это на примере озера Чеко, которое сначала приняли за кратер, а потом опровергли.
Мы увидели это на примере железных шариков, которые оказались загрязнением. Мы увидели это в многочисленных сообщениях об НЛО и ядерных взрывах, которые заполняли бульварную прессу десятилетиями. Все эти ложные следы отнимали время, силы и ресурсы, уводя науку в сторону. Но что еще более важно, Тунгуска — это предупреждение о нашей уязвимости. 15 февраля 2013 года в окрестностях Челябинска упал метеорит, который по мощности взрыва стал вторым после Тунгусского. Его диаметр составлял около 20 метров, а масса — примерно 10 тысяч тонн. Он взорвался на высоте около 30 километров, и ударная волна выбила стекла в тысячах домов, ранив более 1500 человек. Никто не погиб, но это была случайность. Если бы он вошел в атмосферу под другим углом, последствия могли быть гораздо серьезнее. Специалисты НАСА тогда провели прямую аналогию между Челябинским болидом и Тунгусским метеоритом. Заведующая отделом космической астрометрии Института астрономии РАН Лидия Рыхлова заявила: «Можно сказать, аналогия полная. Там тело взорвалось на высоте около 10 километров над поверхностью Земли, и тут тоже над поверхностью Земли». Но есть и важное отличие. Челябинский метеорит был в несколько раз меньше Тунгусского, а его мощность оценивается примерно в 500 килотонн. Это от 20 до 80 раз меньше Тунгусского взрыва. И все равно он наделал шума. Астрономы говорят, что такое явление, как Тунгусский взрыв, случается примерно раз в 100 до 200 лет. Со времени Тунгуски прошло уже 118 лет, так что мы живем в интервале, когда подобное может повториться в любой момент. При этом тысячи объектов размером с тунгусское тело до сих пор остаются невыявленными. Система планетарной защиты только начинает создаваться, и даже самые передовые обсерватории отслеживают лишь малую долю потенциально опасных астероидов. В апреле 2018 года достаточно близко к Земле, примерно на половине расстояния до Луны, пролетел крупный астероид поперечником от 50 до 100 метров, который по размеру в несколько раз превосходил Челябинский метеорит. Мы узнали об этом только после того, как он пролетел мимо. Это означает, что мы вслепую полагаемся на удачу. И здесь мы видим ту же самую системную проблему, что и в случае с Тунгусской: отсутствие приоритетности, недостаток финансирования, разобщенность усилий. Несмотря на то, что угроза признана всеми международными организациями, реальные меры остаются недостаточными. Мы научились лучше считать траектории и моделировать взрывы, но мы не научились предотвращать их или смягчать последствия. Мы все еще в положении тех эвенков, которые смотрели в небо и видели второе солнце, не зная, что оно несет. Таким образом, Тунгусский метеорит — это не просто исторический курьез или занимательная загадка для любителей тайн. Это зеркало, в котором отражаются наши собственные слабости, наша научная инерция, наша политическая близорукость, наша психологическая склонность успокаивать себя иллюзией контроля. Мы знаем, когда это произошло, где и какой была мощность. Мы знаем, что это было космическое тело, что оно взорвалось в воздухе и что после него остались аномальные облака. Мы знаем, что похожие события происходили в Бразилии в 1930 году, так называемая бразильская Тунгуска, и, возможно, будут происходить еще. Но мы не знаем, что именно упало на Тунгуску, и это незнание стало символом нашего несовершенства перед лицом космического хаоса. В конце концов, какая разница, была ли это комета, астероид или каменная глыба? Важно другое. Это событие показало, что природа не спрашивает нашего разрешения, когда решает проявить свою силу. И если мы не научимся слушать ее сигналы, если мы продолжим игнорировать аномалии и откладывать исследования на потом, то однажды домино упадет снова, и на этот раз, возможно, оно упадет на город, а не на тайгу. Поэтому загадка Тунгусского метеорита — это не повод для сенсационных заголовков, а повод для серьезного размышления. Мы должны продолжать искать ответы не потому, что это интересно, а потому что это жизненно важно. Каждый новый факт, каждая новая гипотеза приближает нас к пониманию того, как защитить себя от подобных угроз. И пока мы не разгадаем тайну Тунгуски, мы будем оставаться в той же позиции, что и эвенки столетия назад — смотреть в небо и не знать, что оно несет. Но есть и оптимистический взгляд.
Тунгуска дала нам бесценный опыт. Она научила нас тому, что взрывы в атмосфере возможны, что они не оставляют кратеров, что они могут иметь катастрофические последствия для экосистем и что мы должны быть готовы к ним. Сегодня международное сотрудничество в области астероидной опасности активно развивается. Создаются сети телескопов, разрабатываются методы отклонения астероидов. Мы не можем предотвратить все угрозы, но мы можем уменьшить риски. Именно в этом заключается главный урок Тунгуски. Катастрофа неизбежна, если мы не учимся на ошибках прошлого. Но если мы извлекаем уроки, если мы объединяем усилия и не позволяем политике или идеологии мешать науке, то мы можем превратить трагедию в стимул для прогресса. Тунгусский метеорит ждал своего исследователя 19 лет. Сегодня мы не можем позволить себе ждать так долго. Будущее нашей цивилизации зависит от того, как быстро мы поймем, что небо не безразлично к нам, и как быстро мы начнем действовать. И пусть мы никогда не узнаем точную природу того, что упало на Тунгуску, но мы обязаны помнить, что любой объект, летящий из космоса, может стать либо научной сенсацией, либо глобальной катастрофой. И только от нас зависит, что мы выберем. А теперь вопрос к вам, дорогие зрители. Какую версию тунгусского метеорита считаете самой правдоподобной? Комета? Астероид? Рикошет? Или, может быть, вы думаете, что мы никогда не узнаем правду, потому что это был не метеорит, а что-то совсем иное, например, эксперимент Теслы или даже НЛО? Пишите в комментариях, мы прочитаем все. Именно для вас мы делаем этот канал. Так что подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые расследования. Впереди еще много загадок, где тень важнее самого объекта.